Вы искали рецепт идеального теста? Вы его нашли. Эти баурсаки получаются настолько пышными и мягкими, что их называют воздушными. Сегодня поделюсь всеми секретами, чтобы они получились у вас с первого раза. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте начнем. В большую миску высыпаю 1 килограмм муки. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Делаю небольшую лунку с помощью лопатки, чтобы было удобно перемешивать. Вливаю 400 мл теплой воды, 200 мл молока. Добавляю 100 грамм сметаны. Можно заменить майонезом. Далее соль по вкусу. У меня 15 грамм. 50 грамм сахара. 20 грамм сухих дрожжей. 2 столовые ложки. И напоследок 50 грамм растительного масла. Сначала перемешиваю лопаткой, затем руками замешиваю мягкое тесто. Замешивала тесто около 10 минут. Если тесто слегка липнет к рукам, это нормально. Вот такое тесто у нас получилось. Мягкое, эластичное и немного липнет к рукам. Накрываю пленкой и полотенцем, оставляю в теплом месте. Дрожжевое тесто любит тепло, поэтому лучше поставить его подальше от сквозняков. После подъема обминаю 2 раза. Так тесто станет еще более эластичным и воздушным. Посмотрите, как наше тесто выросло. Оно стало воздушным и мягким, словно ожило. Это значит, что дрожжи сделали свою работу, и теперь баурсаки будут особенно пышными. Главное не торопиться и дать тесту достаточно времени для подъема. Стол присыпаю мукой и выкладываю наше тесто. Слегка расплющиваю руками, потом раскатываю. Еще посыпаю мукой, а то немного липнет. Посмотрите, я раскатала тесто толщиной примерно в 1 палец. Это около сантиметра. Теперь я вырезаю кружочки с помощью стакана. Если у вас есть формочки, можете смело использовать их. Круглые баурсаки всегда выглядят празднично. В обычные дни я просто нарезаю их ромбиком. Остатки теста собираю и формирую шарик. Потом также раскатываю и нарезаю. Перекладываю заготовки на противень, накрываю полотенцем и оставляю на 10 минут, чтобы они немного подошли. Пока наши заготовки отдыхают, раскатаю вторую часть теста. В этот раз я нарежу просто ромбиками. Так быстрее и намного удобнее. Прошло время, пора жарить наши баурсаки. Сразу заметно, что тесто немного выросло. Теперь наливаем масло так, чтобы наши баурсаки свободно плавали.
и не касались дна. Далее аккуратно опускаем наше тесто в горячее масло. Жарьте на среднем огне, чтобы корочка получилась золотистой, а внутри баурсаки остались мягкими и воздушными. Смотрите, как они сразу начинают подниматься и румяниться. Переворачиваем сразу же, как увидите, что внизу подрумянилось. Достаем уже готовые баурсаки. Также жарим остальное тесто. И вот результат. Целый поднос румяных баурсаков. Вы просто посмотрите, какой внутри мягкий, воздушный, словно облачко. Попробуйте приготовить их дома. И пусть этот аромат наполнит ваш дом теплом и радостью. Готовьте с любовью, и тогда любое блюдо станет особенным. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем ассаляму алейкум.